привет, девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам. Если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам, и когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм, либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам, спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем простую маечку на лето. Вяжется максимально просто, ее можно связать буквально за один вечер. Я нашла в магазине вот такую новую для себя пряжу. Это пряжа Papyrus, турецкая тоже пряжа. В 50 граммах 120 метров. Цвет у меня 0,2. Состав меня максимально сильно привлек. 78% катон, 22% шелк. На ощупь нереально мягкая пряжа, очень приятная к телу будет. На лето прям идеально. Посмотрите для сравнения Yarn Jeans обычный и вот это наша Papyrus. Она такая более фактурная. Yarn Jeans более гладенькая ниточка. Вот смотрите, что значит в составе 22% шелка. То есть видите, вот эта тоненькая ниточка, вот прям как нить для шитья, на которой накручена вот эта беленькая. Вот эта нить тонкая, это и есть шелк. То есть на шелковую нить у нас накручен хлопок. И вот поэтому такой состав. 22% шелк, 78% хлопок. Я вязала крючком номер 4. Вы можете вязать тройкой, 3,5, 4, 4,5. Это зависит от того, насколько вы хотите, чтобы была плотная вязка вашей маечки. Каким образом будем вязать нашу маечку? Сначала свяжем один треугольничек, потом идентично свяжем второй треугольник, соединим их здесь посерединке и начнем вывязывать наш прямоугольничек всю длину нашей маечки. Это у нас будет передняя часть, а задняя часть зависит от того, как вы хотите, чтобы она была. Чуть позже в видео я вам расскажу, как можно сделать 3 вида спинки для нашей маечки. Свою маечку я вязала очень расслабленными столбиками с одним накидом. Вы можете вязать абсолютно любыми видами столбиков. Это просто столбиками без накида, она получится более плотная, как я, столбик с накидом. Можно полустолбиками с накидом. Вяжите как хотите. Также такой совет. Когда мы вяжем одинаковые какие-то детали, то всегда вяжите их в одно и то же время, желательно вот прям друг за другом сразу же, потому что если вы свяжете сначала один треугольник, а завтра начнете вязать второй, то он у вас может получиться больше либо меньше. Связано с тем, что вы будете по-другому вязать, либо туже, либо более расслабленно. Поэтому вот желательно вот эти треугольнички связать в одно и то же время. Как только начнете вязать треугольнички, примеряйте постоянно каждый ряд вот где-то с серединки на себя. Смотрите, как вы хотите, чтобы вот он лежал, насколько хотите, чтобы глубокий был вырез. Если что, добавляйте нужное количество рядов. Набираем цепочку из 4 воздушных петель. Вы можете изначально набирать любое количество петель, не обязательно 4. Можете набирать 3, 4, 5, 6 и так далее. Это зависит от того, насколько будет узкое либо широкое начало треугольника. 1, 2, 3, 4. Я буду вязать расслабленно, то есть у меня такая подвижная маечка будет, не плотная. Переворачиваем бочком наше вязание. И как всегда, первый ряд вяжем вот за задние перемычки. Делаем накид. Со второй перемычки от крючка провязываем столбик с одним накидом. Первый накид, второй накид, третий. Все, мы провязали 3 столбика с одним накидом. Делаем 2 петли подъема на следующий ряд. Одну петельку подъема мы делаем, когда вяжем просто обычные столбики без накида. Для столбика с одним накидом нам нужно поднятие на следующий ряд в количестве 2 петелек. Поднялись на следующий ряд. И с этого момента мы начинаем вывязывать вот это наше расширение детальки. То есть делаем прибавку в начале, в самую первую петельку и в конце. То есть вяжем в одну петельку по 2 столбика с одним накидом. Делаем накид. Петельку провязываем первый столбик, накид, и в эту же петельку второй столбик с накидом. Далее провязываем столько, сколько нужно, просто одинарных столбиков с одним накидом, у меня это 1. И вот я сразу же подошла к крайней петельке. В нее я провязываю также 2 столбика с одним накидом, первый и второй.
очередной ряд закончили. Делаем 2 петли подъема на следующий ряд, разворачиваем. Все, и точно так же делаем абсолютно всю нашу детальку, столько, сколько вам нужно, провязывайте рядов. Давайте еще раз покажу. Вот смотрите, если мы делаем одну петельку подъема, как обычно, да, мы вяжем вот со второй петельки от крючка. Но у нас, так как 2 петли подъема, вяжем в третью петельку от крючка. Вяжем 2 столбика с одним накидом в одну петельку. Далее одинарные столбики с одним накидом до самого конца. И вот в последнюю петельку я провязываю 2 столбика с одним накидом. Все, вот что у нас получается. Всего я провязала 13 рядов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13 рядов столбиками с одним накидом. Девчонки, кто теряет постоянно петельки, смотрите, делаем 2 воздушные петельки, подъем на следующий ряд. Провязываем первый столбик с накидом. И вот сразу же отмечайте вот эту вот первую петельку, которую мы провязали. Потом в обратном ряду, когда мы сюда дойдем, вы не забудете провязать именно в эту петельку прибавку. Вот такие абсолютно одинаковые 2 детальки у меня получились. В каждой детали у меня содержит 14 рядов столбиков с одним накидом. Все, вот мы провязали. Нить можно не обрезать ни там, ни там. То есть я вязала от 2 клубочков отдельных, чтобы нить потом не обрезать. Там, где мы закончили вязание одного из треугольничков, подсоединяем к другому прям вот в уголочек, просто соединительным столбиком. Вот так подсоединяемся. Нить можно обрезать и хорошенько закрепить, чтобы здесь детальки не расходились. Далее есть 2 варианта развития событий, как можно вязать нашу маечку. Вот с этого момента, видите, мы не обрезали нить. Отсюда можно начать вязать поворотными рядами, просто прямоугольничек вывязывать, и тогда у нас маечка получится просто обычная прямая. И второй вариант. Продолжаем вязать вот отсюда. Также с прибавкой в петельку в самом начале вяжем просто в каждый столбик здесь и в прибавку в самом конце в одну петельку. И то есть у нас маечка будет вот так расширяться по типу А-силуэта будет. То есть смотрите, как вам больше нравится, как вам больше хочется. Я сейчас провяжу один ряд с прибавками в самом начале и в конце, так же как мы делали вот здесь в нашем треугольничке. А потом начнем вывязывать просто обычную прямую маечку. Вывязывать мой прямоугольник. Вот подошли к месту соединения наших треугольничков в середине. Просто продолжаем вязать в каждую петельку наши столбики. Здесь вот, где место соединения, посмотрите, куда лучше вдеть крючок. Либо вот сюда, чтобы не было отверстия большого. Вот видите, отверстие получается, поэтому я провяжу на петельку чуть-чуть пораньше. Все, в следующем ряду будет намного проще. Там не надо ничего будет вымерять. Просто здесь вот именно в этом месте соединения нужно подобрать, в какое место втыкать крючок. Все, и продолжаем вязать. Все, я провязала один ряд с прибавками в начале и в конце. А сейчас я делаю 2 петельки подъема на следующий ряд. Разворачиваю вязание. И вяжу свою длину топа просто по прямой, без всяких прибавок. То есть вот в третью петельку от крючка провязываю столбик с одним накидом и далее сразу же перехожу к вязанию столбиков по полотну. Это у нас будет передняя часть, а задняя часть зависит от того, как вы хотите, чтобы она была. Можно связать идентичную прям детальку, и это будет у вас и перед, и спинкой. Это первый вариант. Второй вариант, вот это у нас перед. Заднюю часть можно связать таким образом, то есть вот будет точно такая же деталь, только вот здесь вот заполнена пряжей, то есть как бы закрытая спинка. Третий еще вариант можно связать. Свяжем вот прямоугольник вот такого вот размера нашего, и просто приложим вот сюда вот к спинке, да, и здесь соединим их лямочками с этой и с этой стороны. И будет такая полуоткрытая спинка. Спинку своей маечки я решила сделать таким образом, вторым вариантом. То есть я сейчас наберу здесь воздушную цепочку из определенного количества петель. И начну вывязывать здесь вот такую же детальку. То есть вот здесь у меня будет заполнено все пряжей. Сейчас мне нужно от этого края и вот от этого перпендикулярно вниз опуститься до нашей сплошной вязки. И посчитать, какое количество у меня здесь получилось столбиков с одним накидом. Здесь у меня получилось 33 столбика. Сейчас я буду набирать 33 воздушные петли плюс 2 петли подъема для вот моих столбиков с одним накидом. Если вы вяжете столбиками без накида, у вас, как обычно, петля подъема в количестве одной штуки. Я набираю 35 воздушных петель.
Как обычно, переворачиваем на бочок. Сейчас будем вязать за задние перемычки первый ряд. Делаю накид. В третью перемычку от крючка провязываю свои столбики с одним накидом. И так вяжу по всей цепочке до конца. Вот я довязала первый ряд, то есть это у меня будет вот сверху сейчас идти. Вот так мы сейчас будем увеличивать наше полотно. Сейчас я делаю, как обычно, 2 свои петельки подъема на следующее, переворачиваю вязание. И вот с третьей петельки от крючка провязываю прибавку из 2 столбиков с одним накидом в начале вязания. Потом вяжу в каждую косичку просто по одному столбику с накидом. И вот в последнюю косичку тоже провязываю прибавку. Вот я довязала первый ряд с прибавочками. Все, и отсюда мы начинаем вывязывать наши прибавки. Вяжем такое же количество рядов с прибавками, сколько вот у нас было в треугольничках. Все, я довязала вот эту мою часть, которая увеличивается за счет наших прибавок. Сейчас я буду уже вывязывать мой прямоугольничек, то есть прям по прямой буду вязать. Так совпало, что я прям четко вписалась количеством петелек в ряду столбиков, столько же, сколько и здесь у меня столбиков, потому что мы все-таки на глаз рисовали вот эти линии, да, пускались перпендикулярные вниз, чтобы посчитать, какое количество вот петель нам нужно набрать на вот этот вот отрезок. Поэтому, если у вас не получилось вписаться прям четко вот в ваше количество петелек передней части, не переживайте, даже если там будет расхождение в 1, 2, 3 петельки, ничего страшного. В принципе, когда вот мы сошлем здесь по бокам, здесь ничего не будет видно, что эта часть у вас побольше, либо поменьше на какое-то количество петель, так что ничего страшного. Все, и я сейчас вывязываю такое же количество рядов, как и на передней половинке, вот здесь, на моей спинке. Все, я полностью связала свою детальку в спинку. Сейчас прикладываем лицевой стороной друг к другу наши детали. Тут нет ни лицевой, ни изнаночной стороны. Я имею в виду, что, вот, к примеру, где у нас много узелочков, это будет считаться изнаночной сторона. Когда довязали спинку, нить можно не обрезать. Сразу же сейчас будем сшивать. Сшивать будем вот от низа и по нашей прямой стороне. Здесь мы трогать вот эти стороны не будем. Я беру крючок чуть-чуть поменьше, мне будет так удобнее сшивать. Можете сшивать либо с иголкой с толстой мушкой, либо крючком, как вам удобно. Так вот, продели крючок в конец вязания нашей работы. Продеваем в самый уголочек первой детальки. Желательно подхватывать не за одну ниточку, а хотя бы вот за 2, чтобы не растягивалась. Так, и просто соединительным столбиком вытаскиваем рабочую нить через 2 косички на крючке. И далее нужно сложить прям аккуратненько ряд к ряду первой и второй детальки, чтобы вот они все были ровненькие, чтобы шов был прям ровный, не выбивался из виду. И вот просто в какую получится петельку протыкаем по краю на первой детали, на второй, и просто соединительным столбиком можно вот так сшивать. Не затягивайте эти столбики, чтобы шов на маечке был не стянутый. Все, и вот так втыкайте в одинаковые места на первой и на второй детали крючок. И сшиваем так до конца. После того, как мы сшили наши 2 половинки перед и спинку, выворачиваем на лицевую сторону. И сейчас займемся лямочками. Почему я сразу не набрала какое-то количество петель, длину моей лямки, и не начала вязать сразу же треугольничек? Потому что я не знала заранее, какую длину маечки я захочу, как я захочу, чтобы вырез лежал у меня на груди. Поэтому мне проще вот так было связать полностью всю маечку. Сейчас, стоя перед зеркалом, я буду регулировать сама длину вот этих вот лямочек. Сейчас подсоединяемся в самый уголочек нашего треугольничка и будем вязать нужную длину нашей лямки. Также столбиками с одним накидом. А вот у меня самое начало было из 3 столбиков с одним накидом. Я, скорее всего, вот и оставлю такую же ширину в своей лямке. Продеваем крючок прям вот в самый уголочек. Вытаскиваем рабочую нить через эту петельку. Делаем закрепительную петлю. И делаем столбик подъема на следующий ряд. Делаем 2 воздушные петли. И вот вяжем, это у нас как бы имитация первого столбика с одним накидом. Делаем накид, вяжем вот в следующую петельку свободную. Столбик с накидом. Делаем накид. И вот еще одна петелька свободная, последняя.
Вот что у нас получается. То есть они совсем не выбиваются из вида. Неважно, в принципе, что мы сначала вязали в эту сторону, теперь лямочку будем вязать в ту сторону. Совсем это не страшно. Делаем 2 петли подъема на следующий ряд. Переворачиваем вязание. И вот делаем все то же самое. Нам нужно провязать 2 столбика с одним накидом. 2 петли подъема. Переворачиваем. И делаем все то же самое. Вот такая лямочка будет получаться. Вяжите такой длины, чтобы вот вам понравилось, когда вот вы соедините с задней частью. Примеряйте все постоянно у зеркала. После того, как связали нужную длину нашей лямочки, отрежьте достаточное количество ниточки для того, чтобы вот мы сейчас ею пришивали нашу лямочку к спинке. Возьмите иголку с толстым ушком, продевайте вот этот наш отрезок туда. Все, и вот с изнаночной стороны прикладываем вот таким образом прям к краешку нашего уголочка спинки и пришивайте вот прям как получится между вот этими нашими столбиками. Продевайте ниточку. Сильно прям не затягивайте, чтобы здесь не было таких впадинок от стянутых ниток. У самого края, как пришить, вот чтобы не портить вот этот вид нашей косички, можно вот через нее, вот так сквозь нее пройти. Размер маечки получился 38 сантиметров по спинке до низа, от лямочек до низа 45 сантиметров, в ширину 43 сантиметра. При желании, если хотите, если у вас осталось еще пряжа, можно обвязать все наши края топа. Здесь вырез, пройма, и здесь по низу. Можно обвязать просто столбиками без накида, соединительными столбиками. Можно какой-то необычный край сделать. Например, рачьим шагом, как вот мы вязали наши варежки, обвязывали. Любую обвязку можно сделать. У меня края получились достаточно ровные. Мне вообще не хочется ничего делать, ничем обвязывать, поэтому я оставлю так. Наша маечка полностью готова. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.